мы имеем дело с беспрецедентной погодной ситуацией, которая сложилась в эти дни в предгорьях Кавказа, причем, я подчеркиваю, в обычно наиболее сухой его части. То есть обычно сильные дожди и грозовые дожди более вероятны в его восточной части, в Сочи, в Туапсе, Геленджик и более западные районы относятся к сухим субтропикам. Если следовать сухим фактам, то за одни сутки в Геленджике выпало чуть менее 300 мм осадков. Это практически 6 месячных норм для июля, которые соответствуют приблизительно 50. Чтобы представить, что такое 300 мм осадков, представьте себе, что на каждый квадратный метр поверхности вы выливаете 30 10-литровых ведер воды. Понятно, что в условиях сложного рельефа такие интенсивные осадки не могли не привести к подобным последствиям. Если говорить о том, какие синоптические условия привели к подобному, то, в принципе, это достаточно рядовое явление. Единственное, что вот продолжительность и точечное попадание вот этих вот грозовых дождей было экстремально неудачным. Поэтому именно в конкретных районах выпало такое огромное количество дождей. Я чрезвычайно рад, что власти так живо и быстро откликнулись на эту беду, и, как уже сообщалось, пострадавшие получат денежные компенсации, довольно существенные, там до 2 миллионов доходят эти суммы. Но ни слова нигде не прозвучало относительно того, что ждет страховщиков. И судя по тому, что ни одна страховая компания не заявила о готовности выплачивать, и судя по тому, что никто не говорит о намерении обратиться в страховую компанию, можно сделать вывод, что большая часть личного имущества не застрахована. Ну, просто, к сожалению, это у нас не в традициях. И здесь я, с одной стороны, еще раз повторюсь, рад, что людям помогут, но я против того, чтобы это было только бременем бюджета. Я считаю, что за это должны отвечать и страховые компании, которые, конечно же, должны работать с людьми и собирать страховые взносы. Кроме того, город Крымск, самая пострадавшая часть, там около 50 тысяч человек населения, и самое крупное предприятие – это винзавод, довольно большой. Там работало, сейчас можно сказать, около 2000 человек. Мы связывались вот сегодня с этим предприятием. Предприятие затоплено, к сожалению. То есть оно, не знаю, насколько оно вышло из строя, явно надолго, там, а может быть и навсегда, потому что вы себе представляете, что такое винзавод, это запасы винограда, спиртов и так далее, и в такой стихии вряд ли что-нибудь осталось. Опять мы ничего не знаем относительно того, застраховано ли это предприятие. В принципе, предприятие большое должно быть, но пока не можем с этим разобраться и выяснить. И также понятно, что такого рода города живут мелким бизнесом. И мы общались с бизнесменами местными, у которых, не знаю, смыло магазин, там, не только дом. Но вот представьте себе, человек закупил товара там, на пару миллионов рублей, что довольно крупная сумма, наверняка, и там значительная часть этих затрат – это кредит. И в итоге выясняется, там, ни бизнес не застрахован, кредит не застрахован, и это бьет просто. Вот представьте себе, к трагедии человеческой появляется еще и трагедия имущественная и материальная. И, наконец, вот, на мой взгляд, наиболее существенное соображение связано с водохранилищем Небережанским и другими водохранилищами, которые, как говорят, в этом районе есть. Я напомню, что есть закон об обязательном страховании особо опасных объектов.
Он недавно принят, вступил в силу для частного бизнеса с января 2012 года, а для государственных компаний не вступает только в следующем году. Что это означает? Это означает, что владельцы и менеджеры, не знаю, опасных производств, ну, не знаю, ведь нефтеперегонный завод, я не знаю, пороховой завод, ну, много таких предприятий, должны страховать свою ответственность перед третьими лицами, то есть перед возможным ущербом имуществу граждан и гражданам, с которыми, не дай бог, что-нибудь случится в случае взрыва на производстве. Ну, Саяно-Шушенская ГЭС, все мы знаем об этой трагедии, и, собственно, она послужила толчком для такого закона. Так вот, мы сегодня, то есть можно почти со стопроцентной уверенностью говорить, что водохранилища, которые находятся выше города, или, по крайней мере, тех районов, которые оказались затопленными, не застраховала свою ответственность, ну, потому что еще закон не обязал. Вот на самом деле, мне кажется, в этом есть некая неразумность и непонятная логика, почему частный бизнес уже заставляет страховать эти риски, а государственный нет. Сегодня, конечно, мы не можем со стопроцентной уверенностью говорить о том, что причина, и вообще нет никакого заключения, может быть, водохранилище ни при чем, но выводы еще впереди. И тем не менее, если вдруг, я говорю сейчас чисто теоретически, если вдруг выяснится, что причиной затопления или одной из составляющих причин, ну, допустим, из 6-метровой высоты, 6-метровой волны, там 2 метра добавил водохранилище, тогда, конечно же, компания, оператор, который эксплуатирует это водохранилище, должна нести ответственность. У нас гидротехнические сооружения принадлежат государству. Конкретно это водохранилище находится в концессии на 30 лет, не так давно оно было передано в концессию. В этом сооружении есть оператор. И по логике, вот если, ну не дай бог, конечно, наводнение в числе разных факторов, связано еще и с тем, с переливами или там, даже с некоторым добавлением воды из водохранилища, то, по идее, люди должны были, пострадавшие, получить компенсацию, в том числе и за счет страхования этого самого особо опасного объекта. Первое, что надо делать, надо, как вот правильно пишет сейчас Следственный комитет и президент, надо разбираться с должностными лицами, которые в очередной раз не предупредили население, не ввели режим чрезвычайной ситуации и прошляпили, говоря мягко, эту катастрофу. Мы имеем в нашей стране за последнее время большое количество катастроф, и главным является человеческий фактор. Какую-то электростанцию смыло, потому что ее не ремонтировали бесчисленное количество лет, деньги исчезли. С советских времен Спитак рассыпался как песочный город, потому что он был построен не из цемента, бетона, а песка, а все остальное разворовали. Город Решт в Иране, куда я с московским отрядом вылетал, на песчаные стены были крыши положены, бетонные тяжелые балки. Поэтому, как только затрясло, балки рухнули на жителей. В Германии и на Рейне то же самое. Вот повсеместно и особенно в нашей стране начинать надо с человеческого фактора. Теперь что делать? Ну, у нас в России традиционно кто виноват и что делать? Кто виноват, пусть разбирается следствие, пусть разбирается президент. Моя точка зрения, что виноват прежде всего руководитель края, у которого то убивают целую Кущевку, то после нее режут еще какие-то пришлые бандиты, то неизвестно, что делается в городах и в Сочи. Это вот первое мое, на мой взгляд, ответственное лицо. Что теперь делать? Какую психологическую помощь? На месте работает хорошо отлаженная служба МЧС. Я знаю, как работают психологи МЧС, я знаю, в какой степени они могут и как помогать. И мой центр московский может давать только общие рекомендации. Вот МЧСовцы выполняют свою работу безупречно.
Поэтому работа должна быть индивидуальной. Давать общие рекомендации бесполезно. Они должны быть индивидуальны. Общая только одна – жить, жить и жить. И, что самое главное для тех, у кого погибли родные, жить в память об этих родных, жить во имя этих родных, потому что все, кто уходит из жизни, своим близким желают добра, желают счастья. И как бы не звучало эзотерически, они оттуда все-таки за нами наблюдают и страдают так же, как страдаем мы. Поэтому в память об ушедших надо найти какие угодно силы продолжать свою жизнь.